Good morning, everyone, and welcome to the second series in our US-Russia Impact Bridge. Доброе утро и добро пожаловать на второй семинар по нашему американско-российскому совместной серии занятий. Today we have entrepreneurs from all over the world connected, and we will be discussing marketing strategies for success in the US. И сегодня к нам присоединятся предприниматели со всех стран земного шара, и мы будем обсуждать всевозможные стратегии по маркетингу для того, чтобы добиться в бизнесе успеха. We appreciate you guys being here today, and as you can see, we are having consecutive translation between English and Russian. Мы очень признательны, друзья, за то, что вы к нам смогли сегодня присоединиться. И, как вы видите, у нас сегодня будет последовательный русско-английский и англо-русский перевод. I want to set a couple rules for the meeting today. I would like everyone to turn off their microphone and video. And if you have any questions during the presentation, please put them in the chat and we will just address them at the end. Я хотела бы сейчас обратиться ко всем участникам и попросить вас, пожалуйста, откройте все свои микрофоны и видео. И еще один такой организационный момент. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите их для того, чтобы мы могли их потом к ним обратиться и адресовать. With that, I would like to welcome TechRanch's Chief Marketing Officer, Lindsay Powell. И на этом я хотела бы пригласить главного нашего специалиста по маркетингу, Lindsay Powell, TechRanch. Lindsay has a long time career in marketing, and he is a former 3M executive and is an expert in marketing and strategic planning. Линдси занимался этим долгое время, он возглавлял офис 3M по вопросам маркетинга, являлся исполнительным директором, у него колоссальный опыт работы. And with that, I'm going to turn our lecture over today to Lindsay Powell. И на этом я хотела бы передать слово Lindsay Powell. Hello, everybody. My name is Lindsay Powell, and I'm very pleased to be here. Добрый день, меня зовут Линдзи Пауэлл, и мне очень приятно находиться с вами здесь сегодня. I was asked to consider some ideas for a presentation, and I came up with the ideas of marketing strategies for success, important success in the US. Ко мне обратились с просьбой для того, чтобы я поделился своим опытом и соображением о том, что является краеугольным залогом успеха. И я подумал, что я построю презентацию по поводу успешной маркетинговой стратегии, которая работала для меня в США. As my colleague just explained, I have a history with working in marketing for something like 30 years. Как моя коллега уже сейчас вам рассказала, у меня есть обширный опыт работы, плюс-минус 30 лет в сфере маркетинга. What I learned in those 30 years was that what you read in textbooks isn't always what happens in real life. И что я для себя успела уяснить за эти 30 лет практики, это то, что не все то, что пишется в учебниках по маркетингу, является адекватным, правдивым отражением реальности. So I have worked both in Europe and most recently in the United States, and I also have spent time helping entrepreneurs during that time. Так что я работал, в принципе, как в Великобритании, так и вот на протяжении последнего времени в Соединенных Штатах, и также параллельно с моей основной карьерой я оказывал консультационную помощь предпринимателям. Let's dive right into the subject with these three topics. Ну, давайте сразу углубимся вот в эти три основные темы. So I was given the task of talking about marketing, and let's look at the right-hand side of this slide here with the definition. Так, меня попросили поговорить о маркетинге, и поэтому я хотела бы обратить сейчас ваше внимание на это определение, которое представлено с правой стороны моего слайда.
So marketing is defined by the Chartered Institute of Marketing. Они будут видеть все. Нет, это здесь опаснее слишком. Ну-ка, если туда поставить место. Please continue. So marketing is defined by the Chartered Institute of Marketing as the management process responsible for identifying, anticipating, and satisfying customer requirements profitably. Согласно Институту по маркетингу, который проводил опрос, дефиниция маркетинга была предоставлена следующим образом. Маркетинг – это менеджмент, это процесс управления для определения, предсказания и удовлетворения потребностей клиентов и потребителей с получением прибылей. So you can see there is a lot to understand in the process of marketing. Поэтому, как вы можете сами заметить, очень многое нужно осознать в плане концепции маркетинга. So in this short presentation, I'm really going to cover three major things. Поэтому в процессе своей краткой презентации я обращу внимание на три ключевых момента. The first of these, obviously, is how do you satisfy a customer? Ну, совершенно очевидно, самый первый вопрос, как же нам добиться удовлетворения потребителя, нашего клиента. The next thing is branding, and as you'll find out, Americans really love branding. И следующий вопрос – это бренды, брендирование, и как вы узнаете, американцы просто очень любят, даже обожают бренды. And finally, an area that's usually overlooked is the issue of distribution channels. Ну и последний это вопрос, который зачастую многие недостаточно на него внимания уделяют, это каналы дистрибуции. So I'm talking today about industrial or business-to-business decision-making. Сегодня поговорим о том, как принимаются решения в различного рода индустриях, бизнес-решения, бизнес бизнесу. So this is different from business-to-consumer marketing because it's much more complicated and often involves many more people. И это гораздо более сложная модель, нежели бизнес потребителю или бизнес по маркетингу. Почему? Потому что нам нужно ориентироваться на прибыли, и в этом очень много сложных компонентов. One of the first tasks that you have as an entrepreneur is to understand why and how customers buy. Первая, самая основная задача, которая будет стоять перед вами как предпринимателем, это определить, что же клиент, потребитель будет покупать. So in this very simple model, you see there are several different functions which have been broken out and connected with arrows. Как вы можете увидеть на моей схеме сейчас несколько ключевых звеньев, которые между собой соединены стрелками. So what you can see, for example, that there is an initiator, but the initiator may not actually be the same as the purchaser or decider. То есть, посмотрите, инициатор, то есть человек, который начинает процесс, но совершенно нет необходимости в том, что это будет то же самое лицо, которое будет принимать окончательные решения по этому вопросу, или же будет его осуществлять сам. So your task as an entrepreneur, as a business person, is to understand who are the people with having these titles and what their role is. То есть ваша задача как предпринимателя сейчас определить для себя, кто же будут эти люди, эти игроки и в чем будут заключаться их роли и задачи. So one of the things I think that you would want to do, I did as a marketer, is to understand the market size and its structure. Ну и с точки зрения помощи подспудной в этом вопросе, что я для себя определил, необходимо сразу же определиться по вопросам размера рынка и его структуре. So the United States is a very structured market, particularly for business-to-business products. Что касается Соединенных Штатов, в особенности продукции бизнес-бизнесу, то это рынок высокоструктурированный. You'll often find in research reports, for example, these initializations, these short form OEM, ODM, CEM, MRO, and end user. То есть вот во всех этих формах OEM, ODM, CEM, MRO это все рассчитано на окончательного потребителя. So OEM means original equipment manufacturer. In this, I'm assuming you are the manufacturer of your product.
Первая аббревиатура OEM – это производитель оборудования. То есть предполагается, что вы тот производитель, который непосредственно будет производить оборудование. Now, nowadays, many manufacturers actually outsource the process of manufacturing and design. ODM means original design manufacturer. И в наши дни очень часто практикуется аутсорсинг производства, когда передаются чертежи для того, чтобы заниматься производством на другом предприятии. Вот ODM – это означает первоначальный дизайн по производству. So the design can be outsourced and so can the manufacturing. CEM means contract electronic manufacturing or contract manufacturer services. То есть это говорится сейчас о том, что как и дизайн, так и производство сейчас можно осуществлять в режиме аутсорсинга. Вы подписываете контракт по аутсорсингу, по производству с соблюдением всех деталей вашего дизайна. There's another part of this process which is called MRO, which means Maintenance Repair Organization. Есть еще один компонент этого процесса, это MRO, это то есть эксплуатация, содержание в надлежащем рабочем состоянии и использование оборудования. And these people form an aftermarket, which you may also identify where you can sell your products. И это так называемый пострынок, это те люди, которых вы определили уже после того, как вы And finally, there's the end user. определили... Hold on. То есть это те люди, которых вы определили после того, как вы определились со своим рынком. So the question then is, how do you find out about these people and what they do? То есть вопрос сейчас стоит следующим образом. Как же вы определяете, кто эти люди и то, чем они занимаются? So I've picked out four easy places to look, and they are these: trade associations, government, The Economist, and Statista. То есть я для себя определил 4 основных источника для получения данного рода информации. Это торговые ассоциации, это правительство, это экономист и это статиста. So trade associations are groups of manufacturers and distributors that support a particular market. Что касается торговых ассоциаций, это ассоциации как производителей, так и закупщиков, которые характерны для определенных конкретных рынков. So, for example, if you are a manufacturer of pumps that go into plumbing systems, there's a trade association for plumbing equipment makers. Например, если вы производите насосы, которые необходимы вам в процессе производства, тогда вы входите в определенную ассоциацию, которая занимается производством насосов и также распределением в последующем произведенного оборудования. So there's a link here to a directory called IQS. Есть вот здесь еще ссылочка в так называемой директории IQS. And what you'll see is that these headlines here are market categories. И вот посмотрите, все вот эти названия это по категории маркетинг своеобразного рода. Now, I used to work in the electronics industry, so I'm going to click on electrical and electronic components. Поскольку я работала с электроникой очень много, поэтому я сейчас кликну на раздел по электронике и электронные компоненты. Ассоциация производителей электроники и запчастей электронных. So, for example, if I wanted to better understand how the industry is structured and how big it is, these people can be helpful. Например, если бы я сейчас задался вопросом, насколько крупным является этот рынок и кто его игроки, вот эта ссылка для меня была бы весьма полезной. So, for example, I'm going to pick NEMI. Например, я сюда сейчас зайду в NEMI. And what you'll find is that there's a website. They actually have webinars, they have market research, and interesting information that you might want to refer to. И очень интересно, посмотрите, я зашел на их страничку, у них есть и вебинары, и у них есть определенные результаты исследовательской деятельности, которые они размещают. Для меня все это будет очень полезной информацией. So very simply, you can join as a member of any of these trade associations. И очень легко вы можете стать членом любой из этих торговых ассоциаций. This will instantly give you access to market research and members of the association.
что в свою очередь сразу же вам предоставляет немедленный доступ ко всем членам ассоциации и ко всем результатам маркетинговых исследований. Sometimes you may decide you don't want to invest the money, but you can still get some free information on some of these websites. Иногда вам не захочется инвестировать свои средства в членство, но тем не менее все равно какие-то компоненты информационные есть в доступе бесплатно. And one thing, for example, is you can sign up to just receive news releases, press releases. Вот, например, что можно подписаться на что, чтобы пресс-релизы бесплатные вам присылали на рассылку пресс-релизов. And what you often find in these press releases is information that you can use for your own planning. А что касается непосредственно этой рассылки по пресс-релизам, вы можете получить достаточно хорошую информацию для своего собственного планирования. So I recommend that you look for your market space what trade associations are active. Поэтому, что касается непосредственно вашего сегмента рынка, я бы очень рекомендовал посмотреть и обратить внимание на те торговые ассоциации, которые существуют. The other area I think it's worth considering is government. Excuse me while I try and find my mouse. My mouse has gone missing. И следующая область, на которую следует обратить внимание, я считаю, что это правительство. Okay. So the government of your own country probably has good information about the United States. Правительство вашей страны наверняка имеет очень хорошую информацию о том, как обстоит дело с торговлей в США. Your own countries are very enthusiastic, promote exports to the United States. Потому что ваши страны с большим энтузиазмом относятся к вопросу по экспорту в США. The United States obviously is trying to export products to your country. А США совершенно очевидно, в свою очередь, пытаются экспортировать свою продукцию в ваши страны. But what you can find out by using a site like this one from the United States Ну, что вы можете почерпнуть для себя, если вы зайдете на вот этот сайт, подобный сайт, как вот для США есть? is the size of a market in relative terms. Это в относительных терминах можно определить сегменты рынка. So this site is based on information that United States manufacturers provided. Эта информация здесь базируется на тех данных, которые предоставили производители по США. So you can investigate this site using keywords and a special number, which is called a NAICS number, which is what every company is defined by. Да, и вы можете определить свой по поисковику, залезть, ключевые слова задать, либо next, такой называется, определенные числа и соответствующие интересующие данные вы найдете. The other thing is to look at the Economist magazine. It's a very good magazine. И следующий замечательный совершенно журнал есть такой, «Экономист». They provide information across a large number of topics. Они по всему спектру широкому предоставляют колоссальный объем информации. And very often they have very deep studies of particular markets or trends. И зачастую у них существуют очень углубленные, детальные исследования какого-то конкретного рынка и тенденций на этом рынке. Some information is free, but usually you have to have a subscription to the magazine. И, конечно, определенная информация, она в доступе имеется бесплатно, но если вы хотите более детально знакомиться с информацией, конечно, нужно будет подписаться на журнал. What The Economist is very good at doing is really identifying big trends. And if your business is riding a big trend, this will be helpful. И на чем конкретно, и чем хороший специализируется, на чем журнал «Экономист», они определяют глобальные, большие и важные тренды. Поэтому стоит определиться с подпиской и следить за этими трендами. Это очень полезно. Another organization that's worth considering is Statista. И другая организация, на которую, пожалуй, следует обратить внимание, это Statista. Most of its information you have to pay for, but there is some free content. И зачастую в основном нужно будет платить за информацию, но есть какой-то контент, который бесплатный. The important thing really is to know the question that you're seeking an answer to.
Самое главное — определиться четко с тем вопросом, на который вы хотели бы получить ответ. So if it's a how big or where, very often a published market research study can help you. Например, насколько крупный сегмент, где найти и так далее. Зачастую поисковик поможет вам определиться. So for example, and I don't work for Statista, just to point that out, И я хотела бы еще раз подчеркнуть, что я на статисту не работаю. but there is some information that's free, but they have tiered pricing, so you can pay according to your means. Так, ну вот смотрите, есть основной аккаунт, да, он бесплатный совершенно, но потом оно у них все очень ранжировано по стоимости, есть в соответствии с вашими возможностями 39 и выше членства. All of this will give you very large macroeconomic understandings of your market. Все эти источники предоставят вам очень объемный макроэкономический анализ по рынку. The point of this exercise is that planning a marketing strategy starts with detailed and ongoing investigation of the market and its submarkets or segments, as this definition shows. Да, ну и самое важное, конечно же, перед тем, как вы занимаетесь исследованием рынка, вы начинаете задаваться вопросом, из чего он состоит и какие есть подсегменты и сабсегменты, и на какие вопросы следует ответить. И вот это все упражнения и вот эти все источники, которые я сейчас упомянула, будут весьма полезными для этого планирования. Now, the key concept in market is segmentation. И сегментация в маркетинге является ключевым положением. What that means is trying to group customers based on different characteristics. И что это означает? Что потребители группируются по интересам и по заинтересованности в определенные сегменты. You may find that your market has many different segments. Вы можете определить, что в вашем рынке существует множество сегментов. And as a business person, you will need to decide which segment or segments that you're going to work with. И как бизнес-предприниматель вы должны будете определиться, с каким сегментом или с какими сегментами вы будете работать. So in the first part, we talked about desk research, which means looking for information on the internet, typically. Ну и первая часть мы сейчас уже осветили, это так называемое исследование за письменным столом, когда вы обращаетесь к этим всем источникам, которые имеются в наличии в интернете. But the other aspect is what's called field research. Ну и второй компонент — это так называемое исследование на местах. So here's an example of where you would use a field market research. Вот примеры того, как выезд на местах работает в маркетинге. It's called a customer journey map. Называется карта по исследованию потребителя. So a buyer has really three phases. У покупателя на самом деле существует три фазы. So awareness is the phase where a customer actively is really looking for a solution to the problem. Осознание фазы — это когда покупатель осознанно начинает думать о том, что ему необходимо найти решение какой-то проблемы. Then they have made a choice and they actually buy the product. Потом они уже определились со своим выбором, и они готовы закупить продукт. And then finally, there's when they use the product and look for support. И потом, когда они уже закупили этот продукт, естественно, им потребуется какая-то сервис обслуживания и эксплуатации сопроводительной. Now, in your field research, you try and understand how a customer operates at each of these phases. И когда вы будете проводить непосредственно вот такое на местах маркетинговое исследование по потребителям, вам необходимо будет сразу же прогнозировать для себя, что захочет потребитель. It is important because what a customer does when they're looking for a product may be different how they evaluate different choices. Почему это важно? Потому что вот это в процессе осознания, то, какие для себя ставит вопросы потребитель при определении своей потребности, не совсем будет иногда совпадать с тем, что он в конечном итоге решает после того, как соберет определенную информацию, сделать. So, for example, right at the start of a process, a customer may just search the internet. Например, сначала, в самом начале процесса, допустим, потребитель начнет исследование в интернете.
So in this case, search engine optimization techniques become very important. Поэтому, что касается поисковиков различных по оптимизации, это очень важный компонент. On the other hand, if a customer has already made some choices, А с другой стороны, если потребитель уже сделал какие-то для себя, определился с выбором, then it may be that the role of a distributor becomes more important. тогда, возможно, уже наиболее важную роль будет играть дистрибьютор. So I would like to encourage you that when you do your research, think in these terms of a customer journey. Поэтому я вас хотела бы призвать к тому, что когда вы будете заниматься вот этим планированием на потребителя, пожалуйста, проделайте вот такой как бы маршрут по заинтересованности потребителя. You can do this quite simply. You can find, for example, a customer that you think would be interested to buy your product. Это можно очень легко сделать. Например, вы можете обозначить для себя покупателя, который, как вам кажется, будет заинтересован в вашей продукции. You can make a questionnaire and ask them questions about how and why do they buy. И вы можете в этом плане составить вопросник и задавать вопросы, для чего и как вы хотели бы это закупить. And you can also ask them what sources of information do they use in making their choices. А также можете задать вопрос о том, на каких источниках информации базируется их окончательное решение по закупке. Of course, you can also ask who they normally buy from and what do they expect to pay for the product. И, конечно же, вы имеете право задать им такой вопрос, у кого вы обычно закупаете вашу продукцию и на какие цены вы ориентируетесь. So to summarize, customer journey mapping is a very useful tool. Так что, если бы в заключение я хотела бы сказать одну вещь, составление Oop, did we lose our translator? Can't hear her. Natasha, I think I'm we've lost here. you. Ah, okay. We lost a little. Shall I repeat the last phrase? Yes, please. И таким образом я хотела подчеркнуть, что составление подобного рода карты потребителя является очень важным инструментом маркетинга. So in that research, you will learn a lot about your competitors. И в процессе данного исследования проведения вы очень много узнаете о своих конкурентах. And you'll also begin to understand the importance that branding plays in the purchase decision. И также вы поймете, насколько важен элемент брендирования и бренды в вашем процессе маркетинга. So here's a definition from the American Marketing Association. Вот Американская ассоциация по маркетингу предоставляет следующее определение. A brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers. Бренд – это название, терминология, дизайн, символ или любая другая отличительная черта, которая определяет и выделяет данного продавца продукции или услуги как четкое, определяющее от всех остальных продавцов. You know yourself personally that when you go shopping, you see brands everywhere. Вы сами на личном примере знаете прекрасно, что когда вы идете за покупками, вас окружают бренды повсюду. And also almost subconsciously, you have feelings, strong and weak feelings for those brands. И почти что на подсознательном уровне у вас уже сложились определенные преференции и отношения к тому либо другому бренду. So let me say Apple or Android, and you probably have strong feelings. Например, стоит кому-то произнести Apple или Android, и у вас уже сильные какие-то возникают эмоции и чувства. So one of the key things that you need to do as an entrepreneur is consider how you are going to build your brand. Так что самым ключевым в этом точке планирования по маркетингу является то, как вы будете создавать и с чем будет ассоциироваться ваш бренд. What's important is that brands are as important in industrial B2B as they are in consumer marketing. Что характерно, что индустриальные и бизнес B2B это равно имеет важность в брендировании. So, for example, a company would probably prefer to do business with Boeing or IBM, but not Acme technology.
Например, компания наверняка захочет либо с Боингом, либо с IBM работать, нежели... What was the known name, Lindsay? Acme. Нежели с ACME. Acme. Yeah. Acme is the name. If you watch cartoons, very often there's a box that says Acme. It's just a kind of generic. It means nothing. Да, ну потому что Acme, если ты просто хочешь там проверить какой-то инструментарий, это очень общего плана, ничем не приметный бренд. So it's important that when you're coming into the United States from overseas, that you do research about brands. Поэтому, что важно до того, как вы приедете в Соединенных Штатах для того, чтобы вести бизнес, чтобы вы провели исследование по брендам. So, for example, the word that works very well in your country may not work in the United States. Например, слово, которое хорошо звучит и работает для продвижения в вашей стране, возможно, не будет так хорошо работать в США. The other thing is also somebody may already have that brand in the United States. И еще один момент. Возможно, кто-то уже имеет этот бренд и это название в Соединенных Штатах. So it's very important that you do searches to find out who already owns a brand in the United States. Поэтому с этой точки зрения важно не только, чтобы вы узнали, какие бренды, но и узнали, существуют ли уже подобные, и если да, кто им владеет. Trademarks are another aspect of this decision. И еще торговые марки или принадлежность торговых марок. So, for example, TechRanch has the R in a circle after it. Например, TechRanch у нас в названии есть буква R в кружочке, посмотрите, да? This means that TechRanch has registered the trademark TechRanch under its name. Что это значит? Что мы запатентовали свои права, и это у нас права запатентованы и зарегистрированы как торговая марка. Now, it has a cost, this process. С этим процессом, естественно, сопряжены определенные издержки. So when I used to work at 3M, my dream was to have my own brand. Когда я работал на 3M, у меня была мечта заветная, чтобы создать собственный бренд. And our legal department would tell us, no, don't do that, because it would cost almost $1 million to register in many countries. Нам наш юридический отдел всегда говорил, нет, пожалуй, не стоит вам этого делать, потому что для того, чтобы запатентовать и зарегистрировать этот бренд в некоторых странах, стоимость будет около $1 миллиона. Это очень дорого. So you must be careful how you use the R circle when you sell your product in the United States. Поэтому вот будьте очень осторожны и тщательно подходите к тому, если вы решите использовать вот этот кружок с буквой R как зарегистрированное в Соединенных Штатах. If you have a name for your product, you can use the TM or trademark symbol. Потому что если у вас уже есть наименование вашего продукта или продукции, то тогда вы можете просто использовать аббревиатуру TM, торговая марка, или SM. And if you provide a service, then you can use the SM, which means service mark. SM – это сервис, то есть если вы предоставляете какую-то продукцию, то это TM, а если это услуги, то это SM. The key point in all of this process is to decide what does your brand stand for. Самым ключевым аспектом по всему этому вопросу это определиться по вопросу того, что стоит за вашим брендом, что он олицетворяет. So, for example, someone who describes Apple products would probably talk about simplicity, elegance, and quality. Например, если кто-то вдруг начнет говорить о том, что из себя представляют товары бренда Apple, он будет говорить легкие в употреблении, элегантные по дизайну и исполнению, очень простые и надежные. But for someone, for example, in a data center market, they would understand Apple for maybe reliability or technical advancement. Но что касается технического сегмента рынка, скорее всего, когда они услышат слово Apple, у них сразу эхом ассоциации возникнут, насколько оно хорошо функционирует, насколько технически оно современное и удобное в употреблении, и надежное. So it's important that you decide what it is you want your brand to be known by customers for. Поэтому очень важно для вас определиться с тем, что из себя будет представлять ваш бренд, на что он будет ориентироваться, на какую аудиторию будет потребителей направлен.
It's important because customers have ideas of what your product is and what it means to them. Это очень важно. Почему? Потому что для потребителей необходимо определиться с тем, с чем будет ассоциироваться ваша продукция, ваш продукт и почему он важен для них. So, for example, I picked this map which shows manufacturers of cars. Например, я вот такую карту по производителям автомобилей составил. It's called a perceptual map, and it plots high price and quality together. Ну, это такая карта восприятия автомобильных индустрий. Это, как вы видите, высокие цены и низкие цены, высокое качество, низкое качество. So, for example, it's very clear that people understand Mercedes-Benz and Porsche as being high price, but also high quality. Например, люди понимают, что если это будет Mercedes-Benz или это Porsche, то это, конечно, высокая цена, но и качество будет высоким. But in this map, there's a perception that Dacia, for example, is low quality, but it's low price. И есть определенные, допустим, например, Dacia, здесь это как низкое качество, так и цена тоже низкая. What's very interesting is the gaps. So, for example, if you see there is nobody really in the low price, high quality marketplace. Ну, что интересно, обратить на что следует внимание, это на те, как бы, на ту пропасть, которая существует между высокой ценой и высоким качеством и низкой ценой и высоким качеством. Most manufacturers are clustered around the middle, offering different degrees of quality and price. Потому что, если вы обратите внимание, вот этот кластер, большая сконцентрированность, скорее всего, производителей вокруг центра, где высокая цена и высокое качество. But if you ask people why they buy Ford or Volkswagen or BMW, you'll probably get very different answers. Если вы будете спрашивать людей, почему они купили Ford, Volkswagen или BMW, вы, очевидно, получите совершенно разные ответы. So what you have to do for your marketplace is imagine where you want your product and your brand to be. Поэтому что вам следует сделать для своего рынка, для вашего сегмента, это представить ваше место, где вы находитесь и где вы хотели бы находиться. So let's look at messaging as an aspect of the discussion we've had so far. Поэтому давайте посмотрим, какие мы отсюда выносим посылы или месседж какой у нас. One of the things I noticed in my career as a marketer, that everybody talks about features. Я что на протяжении своей карьеры в сфере маркетинга запомнил для себя, все очень часто говорят о характеристиках и характерных чертах того или иного вида продукции. So, for example, a mobile phone, they say it's this big, it has this much memory, it has this clarity of screen. Например, мобильные телефоны, они говорят, вот он такого-то размера, четкость изображения такая-то, память такая-то, батарейка работает столько-то. But the key point to know is that customers buy solutions to their problems. Но самым основным здесь вопросом является ли этот продукт ответом на чаяния и потребности потребителя. So they want to know they will get a reliable, clear signal. Они хотят знать, что они получат четкий, надежный сигнал. When they take photographs, the photographs will be clear. Когда они будут делать фото, фото получится четкое, изображение будет четким. And that they will be able to rely on the battery lasting for a full day. И они хотят надеяться на то, что батарейка прослужит им на протяжении целого дня. So customers buy the outcome they desire, not the benefits, not the features. I'm sorry. Так что таким образом покупатели покупают свои чаяния и ожидания, а не вот эти фичи или определенные характеристики или черты. Они платят за то, чего они ожидают от этой продукции. So on the right-hand side, if you look at the definition, it says promotion should communicate the benefits that a customer receives from a product, not just its features. Поэтому, как вы можете посмотреть, здесь определение от Института маркетинга, значит, продвижение продукции должно коммуницировать все преимущества, освещать все преимущества, которые получит потребитель от этой продукции, а не просто объяснять его характерные технические черты и характеристики. So in your messaging and your promotions, in your advertising, you must sell benefits, not features.
Поэтому в своей рекламной кампании и в своем месседже, когда вы посыл делаете рекламный, вы должны ориентироваться на то, что они хотели бы получить, прогнозируемые ожидания, а не просто на характерные черты и характеристики технические этого вида продукции. There's an idea called a brand story, which I'd like to now discuss. Я хотела бы сейчас обратить ваше внимание, обсудить такой аспект, как история бренда. So it's said that stories happen because somebody wants something and has trouble getting it. Как говорится, ничто так не возникает на ровном месте. Обычно кто-то что-то захотел, и его чаяния были услышаны, и в результате получилось нечто. What you have to do in your brand story is make the customer the hero of the story. То есть, что вам нужно сделать для вашей истории брендинга? Вам нужно найти потребителя и сделать его главным героем этого рассказа, этой истории. So this links back to customers buy the outcome they desire. И это опять-таки нас плавно подводит к тому, что потребитель получит вот те свои чаяния и надежды, то, что он возжелал. So for example, in B2B, a person will choose and buy your product because it helps them solve an organizational need. Например, в историях или рассказах B2B бизнесу, например, они скажут, что мы предпочли ваш бренд, потому что он позволил нам решить наши свои организационные внутри компании вопросы. And because of their choice, they have helped save their company money or made their product better. Плюс еще подспудно с этим они еще сэкономили средства, не только решили какие-то вопросы, которые организационного характера стояли на повестке дня в компании, но еще и сэкономили деньги и получили наилучшего качества продукцию. So when you're shaping your messaging, I would suggest that you look at three things. Поэтому, когда вы будете формировать свой рекламный месседж, я хотел бы порекомендовать вам обратить внимание на три основных компонента. The United States has a very extensive trade and technical press. В США существует очень экстенсивный рынок освещения технического в прессе продукции. So for every marketplace, there is probably a magazine and there are journalists who are writing about products in that space. Например, для каждой ниши на рынке, для каждого сегмента и места на рынке наверняка существуют специализированные издания, какой-то журнал, и специализированные какие-то журналисты или авторы, которые регулярно освещают этот вопрос в нем. So you can look at the press and understand what your competitors are doing for their messaging. Поэтому вы можете обратить внимание на эти издания и обратить внимание на то, чем занимаются ваши конкуренты и в чем заключается их посыл, их месседж. And also, the same is true of trade shows or expositions and also social media. И то же самое касается и торговых ассоциаций, и различного рода проведения ярмарок и выставок, и социальные медийные паблики и платформы. So going back to my first point, part of your research should be to expose each of those elements. То есть, опять-таки, возвращаясь к первому пункту моей рекомендации, пожалуйста, выявите вот все эти компоненты, которые уже существуют, и все вот эти детали. When you know these things, you can make a very powerful, clear message about your product or service. Когда вы о них все знаете, у вас предоставляется возможность составить мощный свой месседж и выделить свои преимущества в нем. The thing about American buyers is they like to know very clearly what you offer. Еще одна характерная черта американского потребителя, они очень четко хотят знать, за что они выкладывают деньги. So the last piece of my presentation relates to distribution channels. И поэтому последняя часть моей презентации, она относится непосредственно к дистрибьюторским каналам. So in this model, we're talking about a physical product being bought by an industrial consumer. Ну, сейчас мы говорим о физическом продукте, тот, который индустриальный покупатель закупает. In some cases, you as the manufacturer can sell directly to the industrial customer. В некоторых отдельных случаях производитель в США может напрямую продавать покупателю.
But this is unlikely. As a new entrant to the market, you will probably have to use intermediaries. Но это, скорее всего, не характерно для новичков, которые только-только вступают на американский рынок. Скорее всего, на начальном этапе вам придется действовать через посредника. So, for example, you may have to find an agent, and the agent has a relationship with the distributor, and that way your product is moved to the industrial consumer. Вот, например, как производитель, скорее всего, вам потребуется найти агента. Агент уже будет иметь дистрибьюторские связи, и эти дистрибьюторские связи выведут на индустриального потребителя. Some distributors may be willing to work with you directly. Некоторые потребители захотят работать с вами напрямую. And this is good because now you have full access to all the services a distributor can offer. И это очень хорошо. Почему? Потому что таким образом у вас появляется выход на все виды услуг, предоставляемые дистрибьютором. And finally, the industrial consumer that you sell to may actually not be the final end user. И еще последнее, не всегда тот индустриальный потребитель является окончательным вашим клиентом. So, for example, in electronics, I talked about CEM, OEM, and ODM. Например, по электронике я говорил о CM, ODM и and the last one was? I think it was a CDM. CDM. So you may be selling not to the end user, but actually to these other people in the channel. Поэтому, возможно, вы не всегда будете продавать окончательному своему потребителю, а просто по цепочке кто-то будет покупать эти компоненты электронные. So I wanted to give you some benefits of my understanding of the marketplace working with distributors. Поэтому я хотела бы поделиться своим опытом и своими знаниями о том, как с точки зрения маркетинга работать с дистрибьюторами. As this definition says, the place where a customer buys a product and the means of distributing your product must be appropriate and convenient for the customer. Вот определение по дистрибьюторам. Место, куда обращается потребитель для покупки продукции, и средства дистрибьюторские для вашей продукции, которые имеются в данном месте, в сегменте, должны соответствовать и должны быть удобны для потребителя. So like any part of your business processing, you need to design a distribution network for your product or service. Поэтому, как в любой части успешного маркетинга, вам нужно обратить внимание, исследовать и развить успешную дистрибьюторскую связь и сеть. So as you know, the United States is a very big country. Как вы все знаете, США очень крупная страна. So a regional distributor, for example, in Texas, can already be the size of many countries. Поэтому региональный дистрибьютор в таком штате, как So I wanted to share with you. Lindsay, hold on. Поэтому такой региональный дистрибьютор, как, допустим, дистрибьютор из штата Техас, он может по своей величине превышать объемы некоторых государств. So, for example, how do you find out about distributors? Например, как вы узнаете о дистрибьюторах? There's a company called MDM, which actually has some easy-to-use tools. Есть такая компания, называется MDM, и у них очень инструментарий удобный в использовании. So, for example, this is a list of the top 40 industrial distributors in 2018. Например, за 2018 год здесь представлены все самые крупные дистрибьюторы. And what you'll see is W.W. Granger is right at the top of the list. Посмотрите, W.W. Granger в самом начале списка. So Granger is a company based in Illinois in the north part of the United States. А Granger — это штат Иллинойс, в северной части Соединенных Штатов находится компания. And you can see its revenue is absolutely massive. It's $10 billion. И вы убедитесь в том, что их прибыль составляет колоссальный объем, это 10 миллиардов долларов. And look at this, it has 500 locations. Посмотрите-ка вот на этот аспект по локациям, 500 различных представительств у них. So if you have a product where you want to distribute it to a large part of the population, Granger is a very good company with 500 locations. Поэтому, если вы хотите сейчас начать с компании дистрибьюторской, которая будет иметь обширный доступ к рынку, то Granger очень хорошая компания, 500 филиалов.
So I leave you to go to look at the Granger.com website and you'll see how sophisticated it is. Если вы зайдете, я вот сейчас показываю их веб-страницу Granger, вы увидите, насколько она идеально сделана, насколько она утонченно предоставляет информацию. And you'll see also all the kinds of products that a distributor like this supplies to the United States market. Кстати, общий каталог, если вы сейчас нажмете, вы увидите все или большинство видов продукции, которые Granger предоставляет на рынок Соединенных Штатов. So when you look to recruit a distributor, there are some things you need to think about. Поэтому, когда вы задаете себе вопрос о том, какого вы будете дистрибьютора нанимать на работу для себя, пожалуйста, принимайте во внимание вот эти все аспекты, вот эти все вопросы. One of these is a pitch deck. И еще один из этих вопросов – это так называемый pitch. So this is like your investor pitch deck, except this explains the value of your products to a distributor. То есть этот pitch – это краткая презентация, почему именно с вашей компанией они должны работать. Это точно так же, как вы делаете питчи для инвесторов, точно так же вы должны будете сделать краткую презентацию, почему этой дистрибьюторской компании нужно будет работать именно с вами. So you explain your product, the market, the customer, the benefits of your product, and why yours is different. Поэтому вы объясняете, почему им выгодно будет с вашей компанией работать, в чем заключается ваше преимущество, в чем ваша цена отличается более выгодно от ваших конкурентов и почему им следует работать именно с вами. If you reach an agreement with a distributor to distribute your products, you must have a written distributor agreement. Если вы договоритесь с вашим дистрибьютором о том, что они будут заниматься распределением вашей продукции, необходимо все это укрепить в форме письменного контракта. So this helps you when things go right, but also when they go wrong. Это помогает вам как в случае, если дела пойдут как по маслу, так и в случае, если дела пойдут как тот блин комом. So for example, it explains rebates, how much that you will pay back a distributor if they achieve certain targets. Например, это система ребейтов, или когда вам выплачивают определенную сумму после продажи. Это поможет вам в этом плане, если у вас есть контракт. And it also includes the process for how a customer returns a product to you and how you destroy it if there are no sales. И также здесь оговорен будет процесс того, как вам возвращают продукцию потребители, и то, какой процесс вы будете использовать для того, чтобы заниматься уничтожением той непригодной продукции, которая вам вернулась. So, for example, the distributor typically expects to be able to write off a proportion of your inventory every year. It could be 1%, for example. Например, предполагается уже изначально, что у дистрибьютора будет право списывать какую-то часть, как правило, это составляет 1% ежегодно из предоставленного вами оборудования. So not all of your products will sell. There will be some which move very slowly. Не все виды продукции, возможно, будут распродаваться как горячие пирожки. Некоторые, возможно, будет трудно сбывать. And scrap allowance allows the company to destroy the products instead of sending them back to you. И вот этот как раз оговоренный процент списания, он позволяет не пересылать вам то непопулярное оборудование или продукцию, а просто на месте его уничтожать. Key in this is that you need to have all the product information so that they can place it ready for ordering. Самым важным здесь в этом случае является иметь всю ключевую информацию в наличии для того, чтобы она уже была готова, когда будет решение принято о том, что будет продукт закуплен. So, for example, stock number, universal product code. Например, универсальный код, который существует, и также определенное кодирование и индексация по акциям на рынке. Minimum order quantity, lead time. Минимальное количество и сроки, в которые будет предоставлена продукция. And something that's very important, country of origin. Самое важное – это страна-производитель. You need to be very clear what your country of origin is. Вам нужно очень четко определить страну-производитель. And finally, pricing. You need to explain and set out the list pricing and any volume discounts.
И, конечно же, что касается ценообразования, вам нужно определиться, когда будет цена розничная, когда оптовая для массового закупщика и так далее. So I'm going to wrap up then, because of time, to tell you these 5 things. И я хотела бы закончить, поскольку время у нас истекло, сейчас 5 ключевых аспектов в качестве резюмирования. So before coming to the United States to sell your product, please do your homework. Перед тем, как вы вступите на рынок Соединенных Штатов, пожалуйста, сделайте предварительные исследования, так называемую проведите домашнюю работу. Use different types of research to understand your end user customer and why they buy. Используйте все возможные инструментарии различного для того, чтобы определить, кто является вашим конечным покупателем и потребителем, и какие цены, на каких условиях они готовы купить. If you do use a distributor, remember to treat them as a customer. Если вы все-таки будете пользоваться услугами дистрибьютора, помните о том, что с ними стоит обращаться так же, как и с потребителями. If you make a brand promise, which you will, make sure you deliver on it. И если вы уже пообещаете, что ваш бренд предоставляет такие-то, такие-то преимущества, пожалуйста, убедитесь в том, что они будут действительно предоставлены и гарантированно. And it would be remiss of me not to tell you, this is America, get a good lawyer. И я бы, конечно, не был верен американским стандартам, если бы я сейчас не сказал, найдите себе хорошего адвоката. I could go on for many hours, but thank you for your attention, and I think there's some time for questions. Я хотела поблагодарить вас за ваше внимание, и сейчас я думаю, что вопросы и ответы. Kristen? Yes, we had one question in the chat. Kristen, my time is up. Shall I continue? Do you guys? It's just going to be a couple more minutes if you could bear with us. Sure. Okay. The question we have is, when you're starting a business in the US, do you need to think above brand and marketing or product quality? What would be most important? Сейчас Кристина задает такой вопрос. Когда вы начинаете бизнес в Соединенных Штатах, на что следует больше внимания обратить? На брендинг и маркетинг, либо на качество самой продукции? Well, I think brand actually includes quality. It's one of the attributes. So it's part of the promise that you deliver to a customer. Нет, ну вы знаете, бренд уже и подразумевает высокое качество, потому что вы брендируете именно ваше качество, и ваше брендирование — это уже гарантия и обещание. If I could put it this way, don't come to the United States and say we have a low quality product, because nobody will buy it. But you can say it's a good value product. Вы не можете прийти на рынок Соединенных Штатов и сказать, у нас низкого качества продукция, покупайте. Вы можете сказать, что у нас низкая по себестоимости продукция. Okay, Kevin, do you want to make any remarks? Yeah, can y'all hear me okay? Let's see. What I wanted to do is just, as we're closing things up, I just want to make sure that, especially for our Russian entrepreneurs, that you know that we have some special opportunities for you. Я хотела бы в заключении сказать, что касается в особенности наших российских предпринимателей, вы знаете, да, что у нас для вас имеются особые предложения и возможности. We have a Facebook group that, if you're not part of it, one of the ways of getting questions answered all of the time continuously, round the clock, is by joining this Facebook group. И, наверное, знаете, у нас есть в Фейсбуке группа, вот это US Russia Impact Bridge, и многие вопросы, которые вас интересуют, возможно, вы на них ответы сможете найти уже непосредственно на этой страничке в Фейсбуке. And we will send an email to everyone who signed up through the Eventbrite. If we have your email address, we'll send you an email with a link to that group so you can join. И, все, кто сейчас у нас присоединился на этот семинар, пожалуйста, если вы пришлете нам адреса своей электронной почты, мы вам пришлем ссылку на то, как присоединиться к этой группе.
If you want more access, one of the things that has happened that our sponsors for the US-Russia program have allowed us to do is to invite you into our weekly venture outfitter calls. So at this same time, every week we have all sorts of topics. So if you'd like to, you can take advantage of that. И, кстати, если вам понравилось или если у вас есть заинтересованность, и вы больше хотите получить доступ к такого рода консультациям, я хотела бы сказать, что у нас это проводится программа вот в живом эфире еженедельно в то же самое время по четвергам. И если вам интересно, пожалуйста, присылайте свои пожелания, и мы с удовольствием вас включим. We're also looking for 4 entrepreneurs that would like to have us do much deeper involvement in working with them, where it's one-on-one, and I'll be one of the coaches that's involved with these 4 companies. Да, и мы еще хотели бы найти 4 предпринимателей, которые хотели бы получить непосредственно поддержку и конкретные углубленные консультации. Я буду один из коучей, которые будут предоставлять напрямую в режиме 1 к 1, то есть с глазу на глаз эти консультации, если вас это заинтересует. So with that, if you're interested in either the Venture Outfitter program and the weekly calls or the much deeper program, please just let us know by sending an email. Поэтому, пожалуйста, господа, если вас заинтересовало либо более углубленное такое общение консультационное, вы можете обратиться к нам с пожеланием, и мы вам его обеспечим. Либо же, если вы хотите получить доступ к еженедельным семинарам такого характера или консультациям, то это тоже можно будет сделать. So I'd like to I want to say спасибо. Yes, thank you. Спасибо. Yeah, pasiva from me as well. The thing I want to say as well is one of the great things that you can take advantage of is expertise, like Lindsay's expertise. And I want to thank Lindsay for his presentation today. И я хотела бы еще раз упомянуть одну такую вещь, что спасибо всем, конечно, кто присоединился. И я хотела бы сказать, что у вас имеется хорошая такая возможность получить доступ к экспертизе таких знатоков в индустрии, как Линдзи. И, Линдзи, я хотела бы поблагодарить тебя за твою презентацию. Спасибо. And part of why this bridge can be valuable to you is, as an example, one of our Mexican entrepreneurs has a product that now Lindsay is focused on and using the knowledge we just heard to gain access to the US market. And it's looking extremely good. И вот я хотела бы еще в качестве как бы поощрительного примера сказать, что у нас есть мексиканский предприниматель, который непосредственно работает сейчас с Линдзи. Линдзи взял его под крыло, и он ведет его проект, и его успехи впечатляют. So thank you for your time today. Take advantage of these resources. This is 3 ways that you can get even more involved. And we're here to serve you and help build strong businesses around the world, and especially between Central Texas and Central Russia. So with that, I'd like to say thank you again to Lindsay. Thank you to all of our participants. Thank you, Natasha, for translations. И я хотела бы еще раз сказать, что вы помните, да, что у нас трехсторонний процесс. В каком бы ключе вы ни пожелали все это провести, мы здесь у вас всегда в контакте. Если вас что-то интересует, пожалуйста, обращайтесь. Мы, в свою очередь, предоставим все возможные услуги, которые вас заинтересуют. Я хотела бы поблагодарить вас всех еще раз за ваше участие, поблагодарить Линдзи, поблагодарить всех и каждого. И переводчику тоже спасибо. Thank you, guys. Спасибо, ребят. Yeah, thank you, everyone. Thank you. Спасибо большое. Спасибо.